Сегодня у нас обзорный микрофон, который заработал на выставке Frankfurt Music Messe 2004 звание лучшего в году. Хоть и прошло уже 15 лет, но все равно многие профессионалы и по сей день отдают ему предпочтение и даже иногда сравнивают с, о боже, Нойманом. Сегодня на канале «Давай запишем», друзья, Rode K2. Поехали! Начнем по порядку. Это конденсаторный микрофон, который в своей схеме имеет радиолампу. У нас еще в народе такие микрофоны принято называть ламповыми, но пусть вас это не смущает, это настоящий кондер, просто с небольшим отличием. Для корректной работы ему нужно повышенное питание, которое может дать только внешний блок питания, который, к слову, идет в комплекте вместе с микрофоном. Если говорить о комплектации, то вместе с микрофоном мы получаем подвес в виде паука, который отсекает все низкочастотные вибрации, которые нам не нужны на записи. Также идет блок питания, 7-пиновый провод типа XLR, только на 7 пинов, для подключения микрофона к блоку питания. Смотрите, не потеряйте его. Все это дело у нас идет вот в таком прочном пластмассовом кейсе. А завершается все это гарантией на микрофон. Для того, чтобы гарантия вступила в силу, сразу же после покупки микрофон нужно зарегистрировать на сайте. И вот здесь, внимание, на K2 Rode дает гарантию в 10 лет. Если мы с вами станем рассматривать сам микрофон, то никаких переключателей на нем мы с вами не найдем. Корпус абсолютно монолитный, а из-под двойной сеточки на нас игриво так посматривает 1-дюймовая мембрана. Все переключатели у нас вынесены на блок питания, и главным образом нас интересует ручка, которая позволяет менять направленность микрофона. Здесь есть 3 основные направленности. Это круг, кардиоида, а также восьмерка. И какие-то промежуточные положения, дающие нам возможность работать с 9 различными направленностями в сумме. К слову, пишем мы сейчас весь звук на кардиоиде, чтобы микрофон ловил поменьше посторонних шумов. Все это дело у нас подключено к аудиоинтерфейсу Babyface Pro, и усиление на канал у нас подается в 34 дБ. Что же касается восьмерки и круга. Диаграмма направленности K2 приняла форму сферическую. Теперь мы слышим, что голос не такой сфокусированный, добавилась комната, потому что мы все снимаем сферой. В принципе, такая направленность подойдет, если вы хотите запечатлеть звук самой комнаты. Допустим, вы снимаете музыкальный коллектив очень большой, и направленный микрофон в этом случае вам не подойдет. Такими микрофонами снимают группы, когда хотят добавить помещение, добавить вот этого пространства. Очень часто такие микрофоны называют room-микрофонами или ambience-микрофонами. С восьмеркой все намного интереснее. Микрофон начинает принимать звук как спереди, так и с противоположной стороны. При этом, заметьте, микрофон не становится стерео. Это по-прежнему православная моно. Это очень классный способ, им в стародавние времена, да и, впрочем, иногда сейчас писали джазовые коллективы. Мы с вами попробуем повторить что-то подобное и запишем с помощью этого метода дуэт. Наверное, много вчера посмеялся о том, что я Богом не дам нам расстаться. Любовь это в небе, а вы приземлитесь. Теперь я один, кричу помогите, как в утреннем лифте. Но ты не поможешь мне отсюда выйти, дружба, кому это нужно? Прошу, отпусти, с тобой мне стало скучно. Просто все слишком серьезно. Ты вправе решать, но не сможешь меня удержать. Но не сможешь меня удержать. Но не сможешь. Слова твои значат, что все еще хочешь, а я озадачен, я слушаю молча. И если так будет, то лучше бегите. Теперь я один, кричу помогите, как в утреннем лифте. Но ты не поможешь мне отсюда выйти, дружба, кому это нужно? Прошу, отпусти, с тобой мне стало скучно. Просто все слишком серьезно. Ты вправе решать,
но не сможешь меня удержать, но не сможешь меня удержать, но не сможешь. Запись с помощью восьмерки, на мой взгляд, это своеобразная дань классике. Тем стародавним временам, когда в студиях звук создавался не за счет плагинов или даже каких-то рэковых эффектов, а за счет банальной расстановки микрофона. Хочешь получить больше баса на записи? Ну, во-первых, двигаешь контрабасиста ближе в угол и двигаешь микрофон ближе к нему. Хочешь получить больше гитары? Перемещаешь гитариста ближе к микрофону или, опять же, ставишь микрофон поближе к гитарному усилителю. Перед тем, как мы с вами перейдем уже к следующему тесту, следует ответить на вопрос, который на самом деле был достаточно частым. А нужно ли такому микрофону для работы фантомное питание? Ответ, друзья, нет, поскольку здесь есть свой собственный блок питания, от которого на микрофон уже подается необходимое напряжение. Вот он идеальный микрофон для всех тех, кто боится спалить фантомом динамические микрофоны, которые подключены к пульту вместе с ним. Ну а если серьезно, друзья, пришло время для следующего теста, в котором мы с вами послушаем звучание гитарной головы, снятой вот этим микрофоном. За создание характерного звука не в меньшей степени отвечает радиолампа Electro Harmonix 6922, которая стоит внутри. Да-да, здесь стоят самые настоящие русские лампы. И поговаривают, что если поднести ухо к микрофону совсем близко, то можно услышать, как березки шумят. Само собой, через некоторое время лампу можно будет заменить. К счастью, это делается не так часто. И, к еще большему счастью, эквиваленты вполне можно найти в свободном доступе. Главное, помните о том, что если вы меняете лампу на какую-то другую, то, скорее всего, у вас изменится звук и характер микрофона. В лучшую или в худшую сторону это уже решать вам, но факт такой он существует. Обязательно ли наличие лампового предусилителя для работы с К2? Вовсе нет. Тут уже есть лампа, и, в принципе, ламповый звук вы получите так или иначе. Вообще, с К2 можно работать на любом современном аудиоинтерфейсе, где есть микрофонный вход и маломальский микрофонный преамп. Только прошу вас, друзья, умоляю, не берите вы совсем бюджетные карты для работы вот с этим микрофоном. Мне, например, было бы обидно втыкать Rode K2 в звуковую карту за 5000 рублей. Финальный тест будет у нас на вокале. В качестве направленности все та же кардиоида. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обиды, зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет, и день, и ночь вращается карусель, земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. В итоге, вообще, я не знаю, можно ли называть микрофон, который существует уже 15, на самом деле, более 15 лет классическим, но все же, сегодня на обзоре у нас побывал классический микрофон, который
Стоит недешево, но при этом довольно интересно звучит. 9 выбираемых направленностей, максимальное звуковое давление в 162 дБ, то есть каким-то громким инструментом вы этот микрофон, скорее всего, не угробите. И, конечно же, суровая русская лампа внутри. Вот что вы получаете при покупке Rode K2. За бортом ролика остались вопросы в духе «А можно ли писать рэп на этот микрофон?» Ну, друзья, всем тем, кто задает подобного рода вопросы, писать противопоказано. А всем остальным милости просим. Благо, сегодняшний микрофон, в принципе, можно с полной уверенностью назвать рабочей лошадкой. Это мультиинструментальный плюс вокальный микрофон. Друзья, если ролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди много обновлений. И, конечно же, напишите что-нибудь в комментарии. Если пользуетесь микрофоном, напишите ваше мнение. Если только услышали его, тоже напишите, что думаете о звуке. Это был канал «Давай запишем», и здесь мы говорим о про-аудио. Всем пока. Нет, давай перепишем. Давай. Пошло. Видео пошло, да. Это я говорю. Это мои слова. Ворую текст. Звук идет. Отмщен. Давайте.